Дорогие друзья, всем большой привет, добро пожаловать на мой канал. И в этом видео мы будем вязать вот такую подставку под горячее, под тарелки крючком. Диаметр такой салфетки в среднем получается 38 сантиметров. И на каждую такую салфетку у меня ушло приблизительно 102 грамма пряжи. Я вязал вот такой пряжей, называется Амигуруми, фирма Circulo. В этом моточке 125 граммов и 254 метра. Это у меня белый цвет. Этот розовый, он у меня называется органза. И эта золотая пряжа, это стопроцентная вискоза. И вязал я их крючком 3,5 мм. И я примерно посчитал, сколько граммов уходит каждого цвета на одну салфетку. И у меня получилось то, что вот этого розового уходит примерно 38 граммов, белого 29 граммов и золотой пряжи 35 граммов. То есть приблизительно 102 грамма каждая салфетка. Вяжется она очень просто и быстро. А теперь давайте начинать. Для начала работы нам нужно сделать кольцо амигуруми. Для этого я беру нить, придерживаю вот так пальцами, оборачиваем здесь впереди и скрещиваем. Сзади придерживаем. Теперь вставляем крючок под первую нить и цепляем вторую нить, протягивая ее сюда. Теперь цепляем крючком нить, которая идет от клубка. У нас вот так 2 петли на крючке, мы их пальцем придерживаем, а другой палец аккуратно из кольца вытаскиваем, чтобы у нас ничего не развалилось. И теперь уже мы протягиваем эту нить в нашу петлю и затягиваем. И вот у нас получилось кольцо амигуруми. В это кольцо нам нужно провязать 12 столбиков с одним накидом и по одной петле между столбиками. Выполняем 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3, как первый столбик. Еще одна петля, это уже как арка. Теперь вяжем столбики в кольцо. Только я вяжу столбики удлиненные, они еще по-другому называются патентные. Выполняем, как обычно, накид, вставляем крючок в кольцо и вытягиваем петлю. Я сперва провязываю только одну петлю, вот так, одну, а затем уже 2 и оставшиеся 2. Это удлиненный патентный столбик с накидом. Он немножечко выше, чем обычный столбик с накидом. Но вы можете вязать столбики с накидом, как вы привыкли. Одна воздушная петля, накид и в кольцо провязываем столбик с накидом. У меня это удлиненный. Одна петля, 2 и опять 2. Опять одна воздушная, накид в кольцо. Столбик, 1, 2, 2. Итак, от начала ряда провязали 4 столбика и по одной петле между ними. Всего провяжу 12 столбиков и вернусь. Итак, я провязал 12 столбиков. После последнего столбика также одна воздушная петля. Теперь за вот этот кусочек нити мы тянем и замыкаем кольцо, все столбики вместе. Все, вот так затянули. Теперь этот кусочек нити я бросаю вот так сверху рабочей нити, туда-назад. Теперь вставляем крючок в третью петлю подъема и выполняем соединительную петлю. И таким образом мы завершили первый ряд. Теперь приступаем ко второму ряду. Я возвращаю вот этот кусочек сюда вперед и буду прятать под столбиками второго ряда. Сейчас выполняем соединительную петлю в арку одной воздушной петли. То есть вот сюда, в арку одной воздушной петли соединительная. И в эту арку вяжем 2 столбика с накидом. Первый столбик заменяем 3 петлями подъема. 1, 2, 3. Накид и сюда же в эту же арку еще один столбик. Провязали 2 столбика. Теперь 2 воздушные петли. И у нас раппорт повторяется. Мы все столбики пропускаем, вяжем только в арке. Вот у нас следующая арка и в нее 2 столбика с накидом. 1, 2 и 2 воздушные петли. Вяжем таким образом ряд до конца. Провязали ряд до конца, выполнили последние 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли и соединяемся в третью петлю подъема соединительной петлей.
И таким образом мы будем всегда соединяться с первым столбиком в третью петлю подъема. Если вдруг что-то поменяется, то я обязательно покажу. И начинать мы ряд всегда будем со следующей арки. То есть сейчас приступаем к третьему ряду. Чтобы пробраться в следующую арку, выполняем соединительную петлю в следующий столбик и соединительная уже в арку. И мы так всегда будем также начинать следующие ряды. И теперь в эту арку нам нужно провязать 3 столбика с накидом. Выполняем 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом, накид, и сюда же в эту же арку еще 2 столбика. Раз, 2. Провязали 3 столбика с накидом. Теперь 2 воздушные петли. И у нас раппорт повторяется. В следующую арку мы также вяжем 3 столбика с накидом. Раз, 2, 3. И 2 воздушные петли. Вяжем таким образом ряд до конца. В конце 2 воздушные петли. Соединяемся в третью петлю подъема соединительной петлей. И следующий ряд мы начинаем уже опять также со следующей арки. Итак, провязали ряд до конца, соединились в третью петлю подъема. Пробираемся соединительными петлями в следующую арку. Выполняем 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. Столбик с накидом сюда же, в эту же арку. Провязали 2 столбика с накидом. Теперь 1 воздушная петля. И в эту же арку еще 2 столбика. Накид. И выполняем 1 и 2. То есть провязали 2 столбика, 1 петля, 2 столбика. Теперь опять 1 воздушная петля. И уже в следующую арку вяжем также 2 столбика, 1 петля и 2 столбика опять сюда же. Раз и 2. И опять 1 воздушная петля. Вот так у нас получается 2 столбика, петля, 2 столбика, и между такими группами также 1 петля. Вяжем так ряд до конца. Итак, провязали ряд до конца, соединились в третью петлю подъема. Сейчас я делаю соединительную петлю в следующий столбик, соединительную петлю в арку, 1 воздушную петлю и обрезаю нить. И сейчас я еще раз эту нить возвращаю в эту же петлю, чтобы сделать здесь узелок. Все, вот так. Сделали узелок, потому что сейчас я буду менять цвет. И если ваша работа получается вот такая кривая, ничего страшного, у меня тоже. Просто ее вот так сейчас мы пальчиками все это дело растягиваем. У нас столбики становятся в свои места. И как видите, у нас все получается ровно. Теперь, перед тем, как приступить к 5-му ряду, я беру нить другого цвета, у меня это золотой, вставляем крючок в любую абсолютно арку. Я вытягиваю эту нить, цепляю, вытягиваю. Теперь эти 2 нити, то есть кусочек и саму нить, я цепляю крючком и протягиваю в эту петлю. До тех пор, пока у меня кусочек этот маленький не вылезет. Все, вот он у меня вылез, и вот так я его просто затягиваю. И сейчас сюда нам нужно провязать 2 столбика с накидом. Выполняю еще 2 воздушные петли подъема, и у нас здесь в итоге вот так получается 3 петли, как первый столбик. Накид, и сюда же еще 1 столбик с накидом. Провязали в арку 2 столбика с накидом. Теперь 1 воздушная петля. И уже сразу же в следующую арку также 2 столбика с накидом. Раз и второй. Опять 1 воздушная петля. И также в следующую арку 1 воздушной петли вяжем 2 столбика. И таким образом мы провязываем ряд до конца. В каждую арку 1 воздушной петли выполняем 2 столбика с накидом.
и между этими группами по одной воздушной петле. Провязали ряд до конца, выполнили последнюю одну воздушную петлю, соединяемся с третьей воздушной петлей подъема. Я выполняю соединительную еще в следующий столбик, в следующую арку, и здесь уже мы можем закрепить нить и обрезать. Все, вот так я ее вытягиваю, здесь еще на один узелок. Все, и затягиваем. Здесь я буду менять опять цвет. И обратите внимание, какая кривая получается салфетка, ничего страшного. Вот так мы опять все это дело пальчиками расправляем. У нас все растягивается хорошо. И у нас салфетка получается ровная. Теперь приступаем к шестому ряду. Также в абсолютно любую арку вставляем крючок. Присоединяем нить нужного цвета. У меня это белый. Здесь я сейчас закрепляю эти кончики. Затягиваем. И сюда, в эту арку, нам нужно провязать 3 столбика с накидом. Вот здесь у меня уже как бы одна воздушная петля есть. Я делаю еще 2. Раз, 2. Это первый столбик, накид и еще 2 столбика с накидом сюда же, в эту же арку. Раз. И второй. Провязали 3 столбика с накидом. Теперь одна воздушная петля и в следующую арку опять 3 столбика с накидом. Раз, 2 и 3. И одна воздушная петля. Вяжем так ряд до конца. В каждую арку 3 столбика и по одной петле между такими группами столбиков. Теперь приступаем к седьмому ряду. Выполняем, как обычно, соединительные петли до следующей арки. И в эту арку также провязываем 3 столбика с накидом. 3 воздушные петли подъема, как первый столбик. И еще 2 столбика сюда же. Раз и 2. Провязали 3 столбика. В этом ряду вяжем также по 3 столбика, только между ними будет 2 воздушные. Раз, 2. Все, накид, столбики все пропускаем. В следующую арку у нас уже опять идет 3 столбика. Раз, 2, 3. И 2 воздушные петли. Вяжем так ряд до конца. Теперь приступаем к восьмому ряду. Соединительные петли до арки. И в эту арку провязываем 2 столбика с накидом. Первый столбик заменяем 3 петлями. Накид. Второй столбик. Провязали 2 столбика. Теперь 1 воздушная петля и 2 столбика сюда же. Раз и 2. Мы так уже вязали. Вот он у нас, вот такой ряд. 2 столбика, петля, 2 столбика. И здесь также 1 воздушная петля. И уже в следующую арку опять вяжем 2 столбика. Одна петля и 2 столбика опять сюда же. 2 столбика, петля, 2 столбика. И после таких групп столбиков также 1 воздушная. Вяжем так ряд до конца. Приступаем к 9 ряду. Соединительная петля в следующий столбик. Соединительная петля в арку 1 воздушной петли. И провязываем сюда 2 столбика. Первый столбик заменяем 3 петлями подъема, накид. И второй столбик сюда же. Провязали 2 столбика с накидом, 1 воздушная петля. И в следующую арку вяжем 2 столбика также. 2 столбика с накидом. Раз, 2. Опять 1 воздушная петля. И опять в следующую арку 1 петли также 2 столбика. Вяжем таким образом ряд до конца. В каждую арку 2 столбика с накидом. И между этими группами столбиков по 1 воздушной петле. Провязали ряд до конца, соединились в третью петлю, пробрались в следующую арку соединительными петлями. И здесь я обрезал нить. И здесь сейчас, чтобы приступить к 10 ряду, мы также в любую арку вставляем крючок, присоединяем нить.
другого цвета, у меня это золотая, опять же. Здесь я 2 кончика протягиваю в петлю и затягиваю. И сейчас нам нужно сюда провязать 2 столбика с накидом. Здесь я выполняю еще 2 воздушные петли. У меня получается здесь первый столбик. Выполняем накид и второй столбик с накидом сюда же. Все, выполнили в арку 2 столбика с накидом. Теперь выполняем 1 воздушная петля. В следующую арку также вяжем 2 столбика с накидом. Раз и 2. Теперь выполняем 2 воздушные петли. Раз, 2. Опять в следующую арку 2 столбика. Мы всегда в арке здесь, в этом ряду, вяжем по 2 столбика. Только между ними мы чередуем 1 петля, 2 петли. Сейчас опять 1 петля, в арку в следующую 2 столбика. И опять 2 петли. Все, то есть провязываем эти пары столбиков как обычно, а между ними у нас 1, 2, 1, 2, 1, 2. Это для того, чтобы у нас сильно работу не стянуло. Если делать все арки по 1 петле, то работа может немножечко стягивать. Если везде по 2 петли, то будет идти волнами. Поэтому можно сделать вот так: 1, 2, 1, 2. И в конце ряда у нас получится арка последняя из 2 воздушных петель. Соединимся в 3-ю петлю подъема, соединительными проберемся в арку, и я обрежу нить. Провязали ряд до конца, соединились в 3-ю петлю, пробрались в следующую арку и обрезали нить. Теперь приступаем к 11 ряду. В любую арку также мы присоединяем новую нить. И сейчас в эту арку провязываем 3 столбика с накидом. Выполняю 2 воздушные, еще как столбик, накид, и 2 столбика с одним накидом сюда же, в эту же арку. Первый, второй и 3-й столбик. Выполнили 3 столбика с накидом, теперь 1 воздушная петля. И у нас раппорт повторяется. Все, уже в следующую арку мы также провязываем 3 столбика с накидом. Раз. 2, 3 и 1 воздушная петля. Вяжем так ряд до конца. Провязали ряд до конца, соединились, пробрались в следующую арку соединительной петлей, приступаем к 12 ряду. Этот ряд у нас будет точно такой же. Выполняем 3 воздушные петли подъема как столбик с накидом и еще 2 столбика с накидом сюда же, в эту же арку. То есть провязываем 3 столбика с одним накидом, провязали, и 1 воздушная петля. Все, уже в следующую арку также 3 столбика с накидом и затем 1 воздушная петля. Этот ряд у нас точно такой же, как и предыдущий. 1 воздушная. Вяжем так ряд до конца. Провязали ряд до конца, пробрались в следующую арку соединительными петлями, приступаем к 13 ряду, выполняем 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом, и еще 2 столбика с накидом сюда же. Провязали 3 столбика с одним накидом, и в этом ряду мы будем чередовать арки 1, 2, 1, 2. Сейчас выполняем арка 1 воздушной петли. В следующую арку продолжаем вязать 3 столбика с одним накидом. И теперь выполняем арку 2 воздушных петель. Раз, 2. И опять у нас идут 3 столбика. Мы так уже вязали. Провязываем в каждую арку 1 петли по 3 столбика с одним накидом. И между такими группами столбиков мы будем чередовать арка 1 петли, 2, 1, 2. Итак, вяжем ряд до конца. Провязали ряд до конца, соединились, пробрались в следующую арку соединительными петлями и обрезали нить.
Теперь приступаем к 14 ряду. В любую арку также вставляем крючок, присоединяем новую нить. И этот ряд новой нитью у нас будет точно такой же, как и предыдущий. Провязываем 3 столбика сейчас в арку. Я выполняю еще 2 воздушные петли подъема. У меня получается первый столбик, накид. Провязываю второй столбик, накид и третий столбик с накидом сюда же, в эту же арку. Провязали 3 столбика с накидом. И здесь мы так же, как и в предыдущем, чередуем арки. Выполняю арку одной воздушной петли. И в следующую арку провязываю 3 столбика с накидом. Раз, два, три. И следующую арку делаю из 2 воздушных петель. Раз, два. Все то же самое. В каждую арку по 3 столбика, а арки чередуем. 1, 2, 1, 2. Провязали ряд до конца, соединились, пробрались в следующую арку соединительными петлями и обрезали нить. В любую арку теперь присоединяем новую нить. Это у нас будет 15 ряд. Присоединили. Выполняю 1 воздушная петля подъема и сюда же столбик без накида. Столбик без накида. Теперь 5 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5. И в следующую арку столбик без накида. Вот такой у нас будет ряд. 5 воздушных. Раз, два, три, 4, 5. Столбик без накида в следующую арку. Вяжем таким образом ряд до конца. В каждую арку столбик без накида и по 5 воздушных петель. Провязали ряд до конца, выполнили последнюю арку из 5 воздушных петель и соединяемся с самым первым столбиком без накида соединительной петлей. И теперь приступаем к 16 ряду. Выполняем сразу же соединительную петлю в арку. И в эту арку провязываем 12 столбиков с накидом. Первый столбик заменяем 3 петлями. Раз, два, 3. И сюда же вяжем еще 11. Накид. И провязываем в арку 11 столбиков. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. Можно немножечко подвинуть. 8, 9, 10 и 11. То есть с 3 воздушными петлями подъема у нас всего 12 столбиков. Сразу после последнего этого 12 столбика мы в следующую арку выполняем столбик без накида. Вот так, столбик без накида. Все, а здесь у нас уже повторяется. Мы выполняем сразу накид и в следующую арку опять вяжем 12 столбиков с накидом. Раз, два, 3. Все здесь я потом довяжу. Все одно и то же повторяется. И вот таким образом мы чередуем ряд до конца. У нас идет вот такой веер. 12 столбиков. В следующую арку столбик без накида. 12 столбиков с накидом, столбик без накида. И в конце ряда у нас здесь будет столбик без накида и соединимся с первым столбиком. Провязали ряд до конца, сделали последние 12 столбиков с накидом. Здесь в последнюю арку выполняем столбик без накида. И соединяемся в третью петлю подъема соединительной петлей. И здесь уже можно будет обрезать и спрятать нить. И сейчас мы приступим к последнему ряду, будет обвязка соединительными столбиками. Мы присоединяем
Нить нужного цвета у меня, как обычно, это золотая. Я присоединяю нить вот в любой столбик без накида. Вот здесь на месте соединения. Вставляю крючок в столбик без накида. Протягиваем нить. Присоединяем удобным вам способом. Я так присоединяю. Все, вытянули здесь кусочек, затянули. Теперь я выполняю 1 воздушная петля подъема и вяжем столбик без накида вот прям под вот эту арку. То есть вставляю крючок под эту арку, цепляю нить и провязываю столбик без накида. Он у нас как бы получается вот такой немножечко удлиненный столбик без накида. Теперь перед нами идут 12 столбиков. Мы в каждый вяжем соединительный столбик, но только за заднюю петлю. У нас столбики состоят из передней, вот передняя петля и задняя, только за заднюю. Вот у меня первый столбик, провязываю соединительную. Одновременно прячу кончик. Следующий столбик также вставляем за заднюю петлю и выполняем соединительную. Старайтесь здесь этот ряд сильно не затягивать. Опять следующий столбик за заднюю петлю, соединительная. Итак, провязываем здесь все 12 столбиков за заднюю петлю соединительными петлями. Итак, подходим здесь к завершению веера. Провязываю последний столбик соединительный. Вот так у нас здесь получается. Хвостики эти мы потом обрезаем, прячем. Здесь у нас идет столбик без накида. Прям вот так за эту арку вставляем крючок и провязываем столбик без накида. Вот такой он у нас получается, немножечко удлиненный. Все, а далее опять у нас идут 12 столбиков. Мы в каждый за заднюю петлю выполняем соединительные петли. И вот такая в итоге у нас получается красивая обвязка. И здесь в конце ряда, когда мы уже довяжем, выполняем все последние соединительные, соединяемся с первым столбиком и уже прячем нить, сзади завязываем, прячем за петлями, за столбиками. И нам теперь останется нашу салфетку отпарить утюгом с изнаночной стороны, немножечко вот так руками в разные стороны расправляя, растягивая, чтобы все столбики встали на свои места. И наша салфетка будет идеально ровная. Поддержите мой канал, поставьте этому видео лайк, если оно вам понравилось, и также подписывайтесь на мою группу ВКонтакте. Ссылочку на группу я оставлю в описании к этому видео. Выкладывайте свои работы с хэштегом «Вяжу с Дуду». А с вами был я, Эд. До скорого!